Чуваки и чувихи, мужики и бабы, деды и бабки. Мы приглашаем вас на наш концерт «И чем торчать у своих телевизоров». Приходите 5, 6, 7 числа в ДК Горбунова, где вы услышите все лучшие песни из наших всех альбомов. Ты со мною забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Грязные, потные, рваные, вонючие носки. И мертвый месяц еле освещает путь. Полагаю, мало кто станет оспаривать тот факт, что воронежская группа «Сектор Газа» получила статус легендарной еще при жизни ее отца-основателя Юрия Николаевича Клинских. И это при том, что «Сектор» практически никогда не был коллективом единомышленников. Начиная с самого 1991 года Юрий писал альбомы с гитаристом группы Ронда Игорем Жирновым, а музыканты, за редким исключением, сопровождали своего лидера лишь на гастролях. Можно сказать, что «Сектор Газа» — это сольный проект Юрия Клинских. Жизнь вокалиста и основателя «Сектора Газа» Юрия Клинских, известного также как Юрий Хой, оборвалась, когда ему было всего 35 лет. После смерти музыканта группа прекратила свое существование. Как сложились судьбы других участников этого некогда невероятно популярного коллектива, расскажу в этом видео, не переключайтесь. Вадим Глухов, концертный гитарист. Глухов пережил Юрия Клинских всего на 10 лет. В начале 2011-го он пропал без вести, а весной того же года его тело нашли на территории военного аэродрома Балтимор в Воронеже. В качестве причин смерти СМИ называли отравление суррогатным алкоголем и переохлаждение. У Глухова тогда остались престарелые родители, на плечи которых и легли похороны сына и многочисленные долги Вадима. К счастью, силами поклонников легендарной группы в помощь пенсионерам была собрана небольшая сумма – около 20 тысяч рублей. Все эти деньги пошли на погребение Глухова. Мать и коллеги музыканта рассказывали, что еще до исчезновения у него были депрессии. Последние полгода Вадим был сам не свой. Вадик переживал из-за здоровья своих родных. У него серьезно болел отец, да и мать-пенсионерка тоже периодически неважно себя чувствовала. Последний раз я с ним разговаривал за день до его исчезновения. Он мне сказал, что хочет уйти в монастырь, отдохнуть и подумать о своей жизни. Больше я ему не дозвонился. Приводит слова знакомого покойного Дмитрия Васильева. Алла Глухова, мать музыканта, также рассказывала о нестабильном психическом здоровье сына. Как-то Вадюшка мне сказал в разговоре, что музыкант должен умирать рано. После Нового года сына словно подменили. Он стал очень раздражительным. На вопрос о том, что случилось, отмалчивался. Возможно, депрессия была связана с профессиональной несостоятельностью музыканта. В свое время Глухов пытался реанимировать «Сектор Газа». Вместо Юрия Клинских пел его племянник Юрий Япринцев. Но попытка была не самой удачной. Чтобы как-то прокормить себя, Вадиму приходилось не только заниматься творчеством, но и работать обычным продавцом. Родственники Глухова хотели похоронить его рядом с солистом «Сектора Газа», однако из-за финансовых проблем не смогли этого сделать. Игорь Жирнов, студийный гитарист. Будучи студийным гитаристом, Жирнов принимал участие в записи музыкального материала для самых разных артистов, начиная от Наташи Королевой и заканчивая Черным обелиском. Была в его внушительном списке артистов и группа «Сектор Газа». Однако, как уверял один из бывших коллег Жирнова, Игорь Кущев, к коллективу Юрия Клинских музыкант относился якобы как к обычной подработке. А что сделал Хой? Он взял Жирнова, неплохого гитариста, который и писал ему альбомы. Но Жирнову все равно, он и в Ронда работает, и Газ для него всего лишь халтура. Тем не менее, именно в тандеме с Жирновым Хой записал все студийные альбомы «Сектора Газа» для Gala Records. С Ронда и лидером этого коллектива Александром Ивановым у Игоря сложились самые долгие профессиональные отношения. В свое время он был там не только гитаристом, но и аранжировщиком и саунд-продюсером. В настоящий момент Жирнов является гитаристом в составе концертной группы Иванова. Игорь Аникеев, клавишные.
Как и Сергей Тупикин, до прихода в сектор газа Игорь сотрудничал с так называемыми поп-исполнителями, а именно с Ольгой Зарубиной, группой «Ласковый май», Владимиром Пресняковым, а потом переключился на рок и стал музыкантом концертного состава группы Юрия Клинских. В перерывах между выступлениями он работал в ресторанах Воронежа, хотя признавался, что терпеть этого не мог, ведь общепит не сцена, а жующие и выпивающие посетители не сравнятся с реальными зрителями на концертах. Но как ни странно, уже после сектора газа и смерти Хоя Аникеев зарабатывал на жизнь именно таким образом. В ресторанах, параллельно пытаясь реанимировать вместе с Вадимом Глуховым распавшийся коллектив. 10 октября 2014 года в Воронеже 53-летний Игорь Аникеев умер прямо на работе, в перерыве между выступлениями в ресторане. Музыканту стало плохо. По словам очевидцев, карета скорой помощи прибыла на место слишком поздно. Спасти бывшего участника сектора газа не удалось. Андрей Дельцов, звукорежиссер. Именно он был тем человеком, который сообщил когда-то дочерям Юрия Клинских о его смерти. Сегодня дочь лидера сектора газа продолжает общаться со звукорежиссером, хотя он давно перебрался в Италию. Один из основателей студии звукозаписи Black Box. Андрей – человек деловой, с хваткой, поэтому без сектора газа он не пропал. Сейчас Андрей живет в Италии, увлекается автогонками и даже на любительском уровне в них участвует. Также Андрей профессионально занимается съемкой автотранспортных мероприятий. На данный момент он главный продюсер компании The Alice Pro, которая занимается данным видом деятельности. Еще одна бывшая участница группы «Сектор газа», с которой общается дочь Юрия Клинских Ирина, бэк-вокалистка Татьяна Фатеева. Ради гастролей с коллективом она в свое время отказалась от поступления в музыкальную академию. Юра попросил поехать на гастроли, сказал, что без меня никак, без меня их не берут, а у меня уже подготовительное отделение в Гнессинке, меня ждал преподаватель. Лавочка тогда попала в хит-парады, и ему сказали, что он должен привезти с собой оригинал, вспоминала артистка в интервью. Татьяна покинула коллектив в 1993 году из-за проблем со здоровьем. «Я аллергик в плане кожных реакций, и мои аллергические приступы обострялись после пребывания в гостиницах. Посидишь дома – проходит, но на гастролях все начиналось заново», рассказывала Фатеева. После сектора газа она кардинальным образом поменяла свою жизнь, однако окончательно с творчеством не порвала и до сих пор поет, просто уже совсем другие песни и больше для себя, хотя в фестивале, посвященном памяти Юрия Клинских, также участвует. Уже много лет Татьяна является генеральным директором сети медицинских клиник, она замужем и воспитывает 2 детей. С творчеством мамы периода сектора газа наследники Фатеевой знакомы пока не полностью, ведь далеко не все композиции можно поставить детям, даже современным. Сергей Тупикин, бас-гитара. До того, как Тупикин появился в группе «Сектор газа», он работал в коллективе Ольги Зарубиной, той самой, что пела всем известный хит «На теплоходе музыка играет». На работу к Хою Тупикин попросился сам, просто подошел и предложил свои услуги, поскольку знал, что коллектив временно остался без гитариста. Его дебют в составе коллектива состоялся на рок-фестивале местных групп, который проходил в ВГУ. В 1993 году Тупикин покинул сектор газа, и с тех пор о нем мало что было слышно. Лишь в 2011 году прошла информация, что музыканта сильно избили неизвестные. Якобы Сергей распивал алкоголь в компании молодежи, но посиделки закончились конфликтом с собутыльниками и дракой. В результате Тупикин получил множественные переломы и попал в реанимацию. Из больницы он вышел инвалидом, и о возвращении на сцену не было и речи. Когда музыканта пригласили на концерт, посвященный творчеству «Сектор газа», Сергей смог посетить его только как слушатель, но не как участник. В апреле 2018 года гитариста не стало. Он скончался в своей квартире в Воронеже. Об этом сообщил один из родственников Тупикина. Похоронили Сергея на юго-западном кладбище Воронежа, и ему было всего 53 года. Олег Крючков, барабан. Олег Крючков был одним из первых музыкантов, которые примкнули к Юре Клинских, когда тот организовал «Сектор газа». В группе он играл с 1988 по 90 год, а через 7 лет после ухода из коллектива 33-летний Крючков умер. У музыканта обнаружили саркому легких.
Как вспоминал друг покойного, основатель воронежского рок-клуба Александр Кочерга, за несколько месяцев до своей смерти Олег рассказал ему о болезни и о том, что по прогнозам врачей жить ему осталось всего 3-4 месяца. Так и получилось. Крючкова похоронили на Никольском кладбище Воронежа. Василий Черных, гитара. Василий Черных был вторым гитаристом в коллективе и оставил группу в 1998 году. Спустя всего 10 лет 42-летний музыкант погиб при странных обстоятельствах. По одной версии его сбила машина, по другой мужчину сильно избили. Василия случайно заметил прохожий в парке и вызвал скорую помощь. На момент приезда медиков Черных был еще жив. Однако спасти мужчину, бывшего участника сектора газа, увы, не удалось. В 2013 году силами поклонников и московской группы «Газовый сектор» были собраны средства, на которые музыканту установили памятник. Многие люди переводили средства на счет. Мы сами давали много концертов, на которых тоже собирали деньги, рассказывала клавишница коллектива Елена Алексеева.